Высоко в одной из башен Тайваня, почти под вершиной, висит золотой шар. Не арт-объект и не декорация. Стальная сфера около 5,5 метров в поперечнике и весом примерно 660 тонн, подвешенная на тросах в пустой полости между 88 и 92 этажами. Туристы поднимаются к смотровой площадке специально, чтобы ее сфотографировать. А в 2015 году, во время особенно злого тайфуна, эта громадина отошла от центра на целый метр. Метр туда и обратно, медленно, как маятник старинных часов. Вопрос от этой картинки возникает сам, и он слегка тревожный. Если башню построили правильно, зачем внутри нее болтается 600-тонный груз, который в шторм гуляет на метр? Надежное здание ведь должно просто стоять, по крайней мере так подсказывает здравый смысл. С этого недопонимания все и начинается. В голове небоскреб рисуется жестким стальным штырем, воткнутым в землю намертво. Нечто настолько большое и тяжелое просто обязано быть неподвижным. Разве нет? На деле высокая башня ближе не к штырю, а к очень медленному маятнику. Или к камышине на ветру, только стальной и в четверть километра высотой. У каждой высокой башни есть своя частота, на которой ей удобнее всего раскачиваться. У обычного небоскреба полный цикл качания занимает примерно от 3 до 10 секунд. Это не дрожь и не вибрация, а медленная качка, больше похожая на палубу корабля в легкую волну. Глазами это движение почти не поймать, зато его выдают мелочи. Вода в стакане на столе едва заметно наклоняется туда и обратно. Люстра под потолком уходит с вертикали и не спеша возвращается. Дверца шкафа, если ее не защелкнуть, тихонько приоткрывается и закрывается сама. Само здание кажется застывшим, а весь этот еле уловимый ритм и есть та качка, о которой мало кто из жильцов вообще догадывается. Ветер тут ведет себя хитрее, чем кажется. Вроде бы он просто давит в фасад и толкает башню назад. Толкает, да, но главная беда прилетает сбоку. Когда поток обтекает высокое здание, за его углами по очереди срываются вихри. Сорвался слева, дернул башню вправо. Сорвался справа, потянул влево. Выходит мерная череда толчков поперек ветра, а не вдоль него. И если частота этих срывов подбирается близко к собственной частоте здания, начинается совсем нехорошее. Толчки попадают в такт, раскачка складывается сама с собой и растет. Поэтому поперек ветра башня нередко гуляет сильнее, чем по его направлению. Звучит контринтуитивно, но для многих высотных зданий именно боковое движение оказывается главной головной болью, а не лобовой напор. Ломает привычную картину и другое. Опаснее всего далеко не всегда самый крепкий ветер. Резонанс влезает в узком диапазоне скоростей, когда срыв вихрей попадает в такт с колебаниями башни. Подует заметно сильнее, и совпадение может сбиться. Раскачка спадет, хотя давление на фасад при этом только растет. То есть аккуратный ветер, попавший в резонанс, иногда мучает башню сильнее, чем мощный, но нескладный порыв. Кроме раскачки в бок, башня умеет еще и подкручиваться вокруг вертикальной оси. Стоит в форме оказаться несимметричной или массе лечь неравномерно, и ветер добавляет закручивание. Человеку в угловой квартире от этого достается ощутимее, чем тому, кто сидит ближе к центральному ядру. Угол здания описывает дугу шире, а значит и движется заметнее. Наши ощущения тут обманывают почти всех. Верхушка башни способна медленно уехать вбок на приличное расстояние, а люди внутри почти ничего не заметят. Зато крохотное ускорение, которое все время меняет направление, бьет по самочувствию сразу и без промаха. Наш вестибулярный аппарат считывает не то, насколько здание отклонилось, а то, как резко меняется его движение. Слабое, но упорно повторяющееся ускорение вызывает тревогу, головокружение, тошноту, невозможность сосредоточиться. Чувство знакомо любому, кого хоть раз укачивало в машине на заднем сидении. Только источник качки здесь не дорога, а собственный офис на высоте. Разница примерно как между двумя лифтами. Плавно разгоняется и тормозит так мягко, что движения почти не чувствуешь, хотя пролетаешь десятки этажей. Дерганый возит на ту же высоту, но каждый его рывок отдается под ложечкой. Небоскребу нужно быть плавным лифтом. Уехать вбок он может далеко, а вот дергаться ему нельзя. А уезжает верхушка и правда далеко. В крепкий шторм у большой башни она отходит вбок на десятки сантиметров, а у рекордных высоток счет идет и на метры. Тот шар в Тайване в тот тайфун мотнуло на целый метр, но сам он ходит с размахом побольше, чем здание вокруг него. Специально, чтобы забирать энергию качки на себя. Для конструкции это штатный режим, заложенный в проект, а не авария. Просто человек внутри слишком инертен, чтобы уловить настолько медленное движение. Отсюда вырастает ситуация, которая
которая звучит как полный абсурд. Каркас башни признают абсолютно прочным, с колоссальным запасом. И ту же самую башню могут признать непригодной для жизни. Не потому, что она рухнет, а потому, что на верхних этажах людей будет мутить. И работать или спать там окажется тяжело. И это не выдумка кабинетных теоретиков. Есть довольно известное исследование 2013 года, опубликованное в журнале по ветровой инженерии. Ученые опросили больше 1000 офисных работников в деловом центре Веллингтона. Город выбран не случайно. Горные хребты вокруг разгоняют поток, и Веллингтон считается одним из самых ветреных на планете. Среди тех, кто признался, что вообще чувствует раскачивание, около 42% жаловались, что им трудно сосредоточиться. А вот официальные жалобы подали буквально единицы. Люди качку замечали, мучились, но терпели молча или ворчали разве что коллегам и родным. Так что тишина в жалобной книге совсем не значит, что здание стоит как влитое. На практике это выворачивает всю инженерную задачу наизнанку. Предел высоты небоскреба часто ставит не прочность стали, а человеческий вестибулярный аппарат. Каркас способен держать ветер с диким запасом, но офисы и квартиры наверху станут некомфортными задолго до того, как появится хоть малейшая угроза для самой конструкции. Поэтому демпферы, тяжелые грузы и маятники ставят чаще ради людей, чем ради спасения здания. Само оно, скорее всего, выстоит и без них, а вот его жильцам без них было бы совсем кисло. И тут еще разница между офисной башней и жилой. В офисе человек проводит день и занят делом, ему некогда прислушиваться к себе. В квартире он живет, спит, отдыхает и ловит медленную качку куда острее, особенно ночью, когда вокруг тихо. Поэтому к комфорту жилых небоскребов требования обычно строже, чем к офисным. Один и тот же порыв ветра для них означает разные вещи. Раз главная беда – это дружная череда вихрей, логичнее всего бить именно по ней. И красивее всего бить не сталью, а формой. Скругленные углы, срезы, фаски, вырезы, ступени, сужение кверху, разворот этажей по спирали. Все это мешает ветру собрать одну длинную ровную цепочку вихрей вдоль всей высоты. Секрет простой. Если ширина башни все время меняется по высоте, то на разных уровнях вихри срываются с разной частотой и перестают толкать здание синхронно, в один такт. Поэтому многие сверхвысокие башни выглядят так, будто собраны из нескольких сужающихся кверху кусков. Это не только каприз архитектора. Ступенчатая форма просто не дает ветру настроиться на все здание разом. Добавить стали, конечно, тоже можно. Только сталь всего лишь помогает пережить нагрузку, которая уже возникла, а удачная форма срезает часть самой нагрузки в источнике. Разница как между тем, чтобы качать пресс перед ударом в живот, и тем, чтобы вообще увернуться от удара. Второе – дешевле и умнее. Форму знаменитой Бурдж-Халифы, самой высокой башни мира, доводили как раз в аэродинамической трубе. Снизу ее план похож на трилистник с 3 лучами, а кверху она несколько раз уступами сужается, слегка проворачиваясь вокруг оси. Ветру толком не за что зацепиться на всю высоту. Пока он разбирается с одним ярусом, выше его встречает уже другая ширина. Продувки и правка геометрии позволили поднять башню заметно выше, чем вышло бы у простой прямой коробки той же высоты. В трубе, кстати, воспроизводят не только саму башню. Рядом ставят уменьшенную копию целого куска города вокруг нее, дом за домом. Соседи меняют картину сильнее, чем можно подумать. Одно здание закрывает башню от ветра с одной стороны и разгоняет поток с другой. Другое направляет вихревой след прямо в фасад или сжимает между стенами разогнанный воздушный коридор. Одна и та же башня в чистом поле и в плотной застройке хватало бы совершенно разные нагрузки. Из этого следует неприятная для инженера мысль. Свежий небоскреб способен испортить жизнь уже стоящему соседу. Вырос рядом новый дом, поменялась турбулентность и направление вихрей, и старый расчет соседнего здания уже нельзя считать полностью верным. Город вокруг не застыл, а значит и ветровая обстановка у башни со временем плывет. Не всегда сильно, но иногда достаточно, чтобы про это думали заранее. Если вам заходит вот такой разбор, где интереснее понять устройство, чем пересказывать городские страшилки про высотки, подпишитесь на канал. Впереди самая вкусная часть – с грузами и водой внутри зданий. Вернемся к золотому шару, с которого все началось. Роль его после этого читается совсем иначе. Это настроенный массовый демпфер. И слово «настроенный» тут не для красоты. Шар не просто тяжелая гиря на верхотуре. Его собственную частоту специально подгоняют под частоту здания. Башня уходит в одну
одну сторону, а масса по инерции сдвигается относительно нее в другую и забирает часть энергии качания на себя. Проще всего понять это на детских качелях. Толкаешь их в такт, и они раскачиваются все сильнее. Толкнешь навстречу движению, в противофазе, и они гаснут. Демпфер и держится в противофазе с башней. Он все время чуть опаздывает за ней, и этим опозданием отбирает у качки силу, переводя ее в тепло и трение в гидравлике. Тонкость в том, что настройка должна быть очень точной. Если реальные повадки готового здания разошлись с расчетными, демпфер приходится подстраивать заново, уже по факту. Тот шар в Тайване, к слову, гасит примерно до 40% колебаний башни, и во время того самого тайфуна туристы своими глазами видели через стекло, как он отрабатывает шторм. Вместо стальной гири можно взять обычную воду. В верхней части здания ставят большой бак, и жидкость внутри двигается с запаздыванием относительно самой башни. Перегородки, отверстия и форма бака заставляют воду плескаться в разнобой с движением здания и гасить его. Такая система почти не ест энергию, и возни с ней меньше, чем с механикой. Иногда водяной демпфер выглядит как здоровенная труба в форме буквы У. Вода поднимается в одном вертикальном колене и опускается в другом, а узкие отверстия создают сопротивление и превращают ее движение в тепло. Получается гидравлический амортизатор гигантского размера, вмонтированный прямо в этажи. В одной жилой башне на Манхэттене такой водяной успокоитель по расчетам срезает пик ветровой реакции почти на 40%, как и у тайваньского шара, хотя устроено там все совсем иначе. Сама конструкция у этой башни необычная. Тяжелые жилые этажи стоят над более гибкой стальной офисной частью, и это создавало непривычную для инженеров динамику, с которой пришлось повозиться. А в одном небоскребе китайского города Суджоу роль успокоителя играет пожарный запас воды. Бак весом около 600 тонн разом и держит воду на случай пожара и гасит колебания, снижая ускорение верхних этажей примерно на треть. То есть одна и та же вода работает на две задачи сразу, и это, честно говоря, элегантно. У водяных систем есть приятный побочный плюс. Период колебаний воды зависит от ее уровня. Померили настоящую частоту готового здания, чуть поменяли объем воды или геометрию потока, и демпфер подогнан под факт. Не резать, не наращивать, не переваривать сталь не надо. Бывают и активные системы, где массу двигают по команде компьютера. Датчики ловят движение здания, а механизмы нарочно толкают тяжелый груз в нужную сторону. Работает такое лучше пассивного в широком наборе условий, но требует питания, управления и сложного обслуживания, поэтому встречается реже. Иногда выбирают середину, где электроника лишь подкручивает сопротивление, но сам груз не толкает. У самого каркаса есть неочевидная особенность. Гасит колебания он отвратительно. Сталь и бетон прекрасно держат нагрузку, но высокий упругий каркас, если его качнуть, будет колебаться долго, почти не теряя энергии. Поэтому даже небольшая добавка гашения дает непропорционально жирный эффект. Вот почему возня с демпферами вообще имеет смысл. Подкрутил чуток затухания, а качка просела заметно. Есть еще один прием, спрятанный в технических этажах. Там иногда стоят конструкции размером с хороший мост, так называемые аутриггеры. Они связывают центральное бетонное ядро башни с наружными колоннами. Здание наклоняется, колонны с одной стороны сильнее сжимаются, с другой растягиваются, и вся ширина здания начинает работать как один огромный рычаг. Жесткость от этого подскакивает резко. Забавно, что эти аутриггеры нельзя сразу намертво приварить к колоннам прямо во время стройки. Бетонное ядро и стальные колонны укорачиваются под нагрузкой не одинаково, поэтому соединения делают временными или регулируемыми и окончательно замыкают уже потом, когда основная усадка прошла. Иначе внутри конструкции копились бы лишние напряжения еще до всякого ветра. Недостроенная башня, кстати, качается иначе, чем готовая. Пока нет всех этажей, фасада, перегородок и оборудования, у нее другая масса и другая жесткость, а значит и другая частота. Поэтому окончательные повадки проверяют уже по живым замерам достроенного здания. Для этого в небоскребы вставляют постоянные акселерометры. Они пишут собственную частоту, ускорение, затухание и то, как отрабатывает демпфер. Если после ремонта, повреждения или сильного землетрясения поведение здания поменялось, это видно прямо по цифрам. Отдельная ирония в том, что наверху совершенно безопасная башня умеет пакостить внизу, у собственных ног. Ветер бьет в высокий фасад,
Часть потока сваливается вдоль стены к земле, и у основания рождаются порывы, которые выворачивают зонты, мешают открыть дверь и буквально сбивают прохожих с шага. Поэтому козырьки, навесы, подиумы и деревья у подножия иногда не украшения, а честная защита от ветра. И еще одна деталь про сами колебания, чтобы картина была честной. У очень высоких зданий ветер обычно раскачивает главную, самую медленную форму. Вся башня при этом гнется, как единый огромный стержень, и кренится целиком. Формы, где здание изгибается сразу несколькими волнами по высоте, ветер задевает заметно реже. Так что чаще это медленный общий наклон, а не рябь, бегущая снизу вверх. Пора свести это в ответ. И первым делом стоит выкинуть саму мечту о неподвижном небоскребе. Замереть намертво башня в принципе могла бы, только для этого пришлось бы резко нарастить массу и жесткость, перегрузить фундамент и потерять кучу полезной площади внутри. Ради чего? Абсолютно неподвижный небоскреб почти никому не нужен. Брутальную ставку на одну лишь жесткость в истории уже пробовали, еще до эпохи стальных каркасов. В конце 19 века дома держали толстые кирпичные стены, и чем выше строили, тем толще стены приходилось класть. У одного из первых высотных зданий Чикаго стены у основания вышли толщиной почти в 2 метра. Идти по этой дороге было особо некуда. У совсем высокой башни стены съели бы нижние этажи целиком. Стальной каркас и умение позволять зданию гнуться как раз и убрали этот потолок. Настоящая инженерная задача с самого начала звучит иначе. Не убрать качание, а удержать в допустимых рамках 3 вещи: напряжение в конструкции, ускорение, которое ловят люди, и размах отклонения верхушки. Держится в рамках, значит все в порядке. Вылезла за рамки, значит пора менять форму, добавлять жесткость или ставить демпфер. Так почему небоскребы раскачиваются, но не падают? Потому что инженеры давно перестали воевать с раскачкой и начали ей пользоваться. Жесткая башня приняла бы весь удар ветра на себя и собрала бы напряжение в самых слабых точках. Гибкая вместо этого чуть уходит, гнется, пропускает энергию сквозь себя, а остаток доедают демпферы. Она качается ровно потому, что так безопаснее, а не вопреки безопасности. Раскачивание тут не дефект, который здание с трудом терпит. Раскачивание – это и есть замысел. А тот золотой шар под вершиной, 600 с лишним тонн стали, висит там вовсе не для того, чтобы спасти башню от падения. Падать она и не собиралась. Он висит, чтобы людей на верхних этажах не мутило. И если уж на то пошло, честный предел высоты нам чаще ставит не прочность стали и не сила ветра, а собственное чувство равновесия. Пока крошечный орган в ухе решает, мутит нас или нет, во многом именно он, а не металл, определяет, насколько высоко нам пока комфортно жить. Хотя, глядя на то, как год за годом растут башни, я бы не стал спорить, что рано или поздно инженеры найдут решение и для этого.